В нашем мире один человек сказал, зачем жить, если проиграл войну. А сегодня у нас другой, немного альтернативный мир, где этот же самый человек решил выжить, сбежать в Аргентину и в будущем вернуться и захватить власть в Германии, воссоздав тем самым новую, единую и сильную Германию. Как вы могли догадаться, играем мы с вами за дядю Адю. Уже наступает 21 век, и вот он решил вернуться в Германию, а мы немножко ему в этом поможем. На данном временном этапе Германия весьма слаба, но она еще помнит свое былое величие. И хоть многим оно не нравится, и они пытаются за него извиняться, но выбора у них не будет, ибо сегодня у них лишь один истинный путь, так что им придется его принять. Вспомнить легенды о Рейхе и найти своего истинного фюрера, правителя и просто легенду. Собственно, и почва-то для этого благодатная. У нас со старта как раз доктрина мобильной войны. В армии большей части танки и моторизация. Так что Блицкриг вновь жив. Погнали и посмотрим, как отреагирует мир на такое весьма странное событие в 21 веке. И сразу же первым ивентом мы с вами выбираем истинно немецкие названия территорий. Зачем нам с вами какие-то англофицированные слова? Мы немцы, и мы помним свои корни. Но в мире в это время Россия идет на Чечню. Ну что, делайте ставки, кто кого. Хотя, как-то все быстро слишком закончилось, а Россия победила. Хотя вопрос, к чему приведет эта победа, ибо здесь разные пути у России. И может быть мы увидим красного гиганта, который станет грозной армадой против нас и наших планов. Ну а мы с вами погнали. Поддержка правых партий. И уже за 10 месяцев, посмотрите-ка, у нас активный рост национализма, фашизма, монархии. Ну и давайте возьмем советника, который ускорит рост нужной нам с вами партии. А следом мы перестаем угнетать себя за ошибки прошлого, ибо наступила новая эра, и мы войдем в нее победителями. И не будем оглядываться на то, что было раньше. И вот мы постепенно подходим к великому дню, когда Германия покинет НАТО. Этот альянс развалил Великую Германию и не позволил ей стать грозной силой. Поэтому мы покидаем его. И теперь мы в свободном плавании. Правда, следом в НАТО вступается множество других стран за место нас, и как бы дорога-то к расширению теперь закрыта. Сразу же Балканы, как видите, активненько решили войти в НАТО. Но ничего, есть еще Швейцария, есть еще Австрия, а также есть надежда на то, что мы сможем, хоть и небольшой своей армией, но продавить всех соседей. Погнали дальше. Фюрер стат. Еще 140 дней, и мы сможем сменить правящую партию. В итоге на это ушло немножко больше времени, мне нужно было подождать поддержки партии, но теперь все нормально, больше 35%, и нам доступен фокус. Погнали, мы получим хороший бонус на организацию дивизий в 15%, немного нам срежут военное обязанность населения, но зато скорость населения плюс 15%. Да, и мир будет недоволен тем, что у нас очень сильная армия станет. Но ничего не поделаешь, мы и так уже нажили себе много врагов. Сделали еще один важный этап, мы вернули старых генералов. Давайте-ка посмотрим на эти новые личности, которые должны теперь быть в нашем генералитете. Вот первый, это Оскар Грёнинг, и чуть выше два других. К сожалению, это все старая гвардия, которая режет прирост опыта, но все-таки мы старых офицеров прошлой Германии вернули в страну и поставили у военного командования. Правда, я сомневаюсь, что они смогут повести нашу страну к величию, но неважно. Давайте найдем фюрера. Пришло уже время это сделать. И вот то самое событие, которое мы с вами ждали. Фюрер был найден в Аргентине. 112 лет. Ну что ж, мы можем привести его к власти. На это обидятся все наши соседи, они будут этим весьма недовольны. Либо же, да ладно, оставим его там, где он есть. Нет, конечно же, мистер Гитлер, пожалуйста, вернитесь в Германию. Она вас заждалась. Ну и, собственно...
Ну да, нам же еще надо сменить партию, подождите. Нам надо еще сменить партию, а то лидер-то есть как бы у руля, но у нас до сих пор у власти находятся социал-демократы. Небольшой непорядок. А так, мы с вами получили неплохие бонусы, поддержку партии уже 66% почти. Ну и, конечно же, возможность идти дальше. Получить новую ячейку на исследование. Возродить Энигму. Провести новую милитаризацию, чтобы у нас было больше бойцов. И объявить о создании Четвертого Рейха. Погнали! И вот оно. Победа новой партии. Ну что ж, смотрим. У нас теперь с вами новый флаг. Правда, здесь пока цифра 3. Но вот он. Отсылочку-то на другую игру уловили, как нам тут ее реализовали и сделали. Да, у нас новый германский рейх. Слабый, со всех сторон враги, но мы верим в светлое будущее. Кстати, можно поразвлекаться и попытаться сходить, например, и захватить ту же самую Австрию. Нам же никто не запрещает вновь вернуть австрийские земли под наш контроль. А то что-то как-то нам аншлюз в фокусах не прописали, так что можем его сделать сами. Правда, все нестабильно в стране из-за такого резкого перехода. У нас тут большой уровень оппозиции, но постепенненько мы его снижаем. Хотя... анархисты. Серьезно, у нас скорки анархистов появляются. И территория перестает быть нашей национальной. Я так вижу, не все довольны возвращением к прошлому. И нам в скором времени придется разбираться со своими же гражданами. Готово оправдание войны, к сожалению... Предложить аншлюз мы просто напрямик не можем, поэтому сходим в гости. Хотел бы я, так сказать, и сделать врум-руму Вену, но проблема. НАТО заступается за Австрию, а мы еще к такому противостоянию не готовы. Так что временно придется умерить свои аппетиты. И вот оно. Четвертый Рейх, 28 июня 2003 года. И мы объявляем с вами массовую мобилизацию. У нас меняется флаг, лидер, понятное дело, остается тем же самым. Нам дают неплохой бонус на военное обязанное население и на выпуск с фабрик, но немного роняют стабильность. К сожалению, дальше нам по этому фокусу только войны и войны. Больше мы ничего здесь делать такого уникального не сможем. Кроме того, стоит начать войну хоть с кем-нибудь, даже с той же самой Австрией, как за нее заступается все НАТО. А значит, нам всего-навсего надо выпилить самый сильный альянс в игре. А имея всего-навсего 800 тысяч, это будет весьма сложно сделать. Но не переживайте, я бы был не я, если бы не придумал, как это сделать. Куча пехоты, шаблона по 20 ширины, они неплохо сдерживают оборону, в то время как мы с вами локально танками и моторизацией прорываемся, захватываем врага. Единственное, что войск еще мало, нам надо где-нибудь 2 армии по 24, хотя бы чтобы одну на Чехословакию, а другую разбить на Люксембург и на Данию. И можно будет расширяться и нападать. Тем самым захватить много территорий и расширить нашу державу. Правда, опять же, тут проблема недоработки этого мода и также сабмода на него. Ну вот, сделал я Германию. Ну, привел я сюда Гитлера. А что, собственно говоря, дальше? Целей мне не дали. То есть эти земли не становятся национальными. У меня нет на них претензий. Единственное, да, вот здесь вот я буду корки получать. Это классно. Но всего-навсего на такое маленькое количество территорий. Сами видите. В то время как мы бы могли претендовать, извините меня, на всю Чешскую Республику, на всю Австрию, на большую часть земель Польши, в том числе на Данциг, на который нам претензии не дают. Как видите, его здесь реально нет. В общем, не знаю, какой-то, по-моему, этот путь очень странный. Кроме того, мод, мне его советовали пройти и поиграть. Я поиграл, я посмотрел, и, честно сказать, это Millennium, только во времена своего выхода, наверное, ну, спустя, может быть, там полгодика. Фокусов очень мало, страны пассивны, ничего особого не происходит. Ссылку, кстати, на сам мод вы найдете в описании, и на этот сабмод тоже. Идея, конечно, вот эта вот прикольная. Да, то, что можно своеобразный такой шизанутый четвертый рейх создать. Но реализация, конечно, удручает фокусы, ну и простецки. Я надеюсь, что здесь будет что-то секретное, когда я все прокачаю, нам что-то доступно будет. Но, к сожалению, нет. В общем, ролик выйдет кратким. Я надеялся и ждал больше от этого пути. Все-таки 3 с лишним года потратил и думал, сейчас что-то вау будет. Но вау-эффекта нет. Ну, в общем, если вам зашло и вы хотите увидеть, как я начну разбираться со всеми основными противниками, то поддерживайте этот ролик своими лайками и комментами. Если он наберет очень много, то я, конечно же, продолжу и сделаю 112-летнего Адольфа счастливым. А возможно,
мертвым. Кто тут знает, к чему наши захватнические планы приведут. И, кстати, вот когда я говорил о том, что мод весьма странный, ну вы посмотрите на технологии. Я просто в 2003 году исследую уже техи 2004 почти все основные, потому что делать больше нечего. Здесь слишком много ячеек исследований, технологий не хватает на них, в итоге ты просто с опережением идешь. Это меня весьма удивляет. Ну и по продукции, я не знаю, по-моему, Ишка особо новые дивизии-то не производит. У него есть немножко, он с ними и живет. Кроме того, шаблоны весьма странные у ИИ. Но вот что это за шаблон из 4 касок и арты? И потом просто допка. Я их своей 20-кой разнесу вообще без проблем. Хотя на 20-ку надо будет всего-навсего только пехоточку, которая здесь производится быстро. В общем, ладно, много можно еще об этом моде сказать. До скорых встреч, поддерживайте лайками, оставляйте комменты. И надеюсь, увидимся в чем-то более интересном. Кстати, предлагайте, может быть, где-нибудь мод на реальность, можно что-нибудь такое шизанутенькое сделать. И это будет годно, а не вот так вот своеобразно.